Приветствую вас на канале Техревизор. Составил рейтинг 2025 года из лучших внешних звуковых карт под разные запросы. В подборке собран топ-5 проверенных моделей для домашней студии, подкастов, стримов и записи инструментов. Я отобрал модели, которые скорее подойдут начинающим, чем продвинутым юзерам. Но и бывалым будет на что посмотреть. В процессе рейтинга разберемся, какие разъемы в звуковухах есть, что можно подключить, насколько чисто пишет звук и как карта ведет себя в реальных условиях, без технического пафоса и с примерами из жизни. Поговорим о плюсах, минусах, подводных камнях и особенностях каждой модели, чтобы вы смогли выбрать именно ту, которая подойдет под ваши задачи. А чтобы вы могли узнать актуальную стоимость моделей из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров и рейтингов. Ну а теперь приступим. Пятое место топа занял Creative Sound Blaster X G6. Это компактная звуковуха для геймеров и стримеров. Универсальная, мощная, с классным ПО и гибкой настройкой. Внешне выглядит неординарно. RGB-подсветка, металлическая вставка с логотипом, удобный корпус с прорезиненным основанием и даже плавное колесо громкости. Все выглядит стильно и по-геймерски. Колесо, правда, не самое удобное, не хватает более отчетливых насечек при прокрутке, да и расположение у него так себе, но к этому можно адаптироваться. На передней панели мини-джек для гарнитуры и микрофона, сзади оптический вход-выход и микро-USB. Все просто, но универсально. Можно подключить как обычные наушники, так и дорогую гарнитуру или ресивер. Главное сокровище внутри. ЦАП разрядностью 32 бита 384 кГц с низкими искажениями всего в 0,2% и мощным усилителем X-Amp, способным раскачать даже тугие наушники в 600 Ом. Для геймеров есть Scout Mode, чтобы заранее слышать шаги врага, а SBX профили и эквалайзеры подстраивают звук под CS2, PUBG или киношный вечер. К звуковухе идет ПО Sound Blaster Connect. Это целый конструктор для любителей все настраивать вручную. Можно изменить тембр голоса, задрать басы или сохранить предустановку. Система похожая на Sound Blaster Command, знакомую по другим моделям, так что бывалые не потеряются. Звучание одно из лучших среди внешних карт в недорогом сегменте. Музыка, кино, игры – все условия для этого. Она универсальна. Хочется точности – будет точность. Нужна атмосфера – вот вам объем и детализация. Даже меломаны останутся довольны, особенно на lossless треках. Четвертое место топа за Focusrite Scarlett 2i2 4-го поколения. Понятный, удобный и надежный интерфейс, подходящий для домашней записи и стриминга. Сзади расположены XLR-входы для микрофонов, а спереди TRS для инструментов. Подключаться удобно. Есть также два выхода для мониторов и отдельный наушниковый выход, что удобно для контроля звука. Для всего этого имеется два предусилителя, которые выдают мощное усиление до 69 дБ. С ними можно удобно подключить как микрофоны, так и инструменты, при этом не париться об ухудшении качества звука. Обновленный усилитель для наушников дает качественное звучание без потери громкости и четкости. Важно при записи и микшировании. Одним из минусов может стать отсутствие отдельного контроля фантомного питания для каждого канала. Также после активации ClipSafe усиление не возвращается к прежнему уровню автоматически. Его нужно регулировать вручную, если сигнал стал слишком тихим. Но и полезные функции есть. Например, автогейн. Она автоматически регулирует уровень усиления, чтобы избежать перегрузки. Также есть защита ClipSafe, которая помогает избежать искажений сигнала при чрезмерно высоком уровне громкости. Режимы Air и Harmonic Drive добавляют свои звуковые особенности. Первый делает звук ярче и воздушнее, а второй добавляет легкий эффект искажения, что может быть полезно для записи инструментов или вокала. Подключается карта по USB-C, плюс имеет дополнительный порт, который позволяет подключить внешний блок питания, если это необходимо. Корпус ее сделан из металла. В руках Focusrite ощущается хорошо собранным и монолитным. Да и всякие кнопки, крутилки – все это плотное и приятное. Третью строчку рейтинга занял Audient ID4 MK2. Это устройство для всех, кто занимается музыкой дома. Особенно понравится вокалистам и гитаристам. Один микрофонный и один инструментальный вход. Идеальный набор для демозаписи или стрима. Подкасты, озвучка, дикторские записи тоже без проблем.
Интерфейс легкий, компактный и при этом звучит как что-то подороже. Несмотря на компактность, у Audient ID4 MK2 полноценный функционал. Есть один вход XLR TRS с фирменным предусилителем Audient, который выдает чистый и мощный сигнал. Рядом инструментальный вход GFET, созданный специально для гитары или бас-гитары. Выходы на мониторы балансные TRS, а разъемов для наушников целых два – большой и маленький джек. Удобно, если вы сидите в одних наушниках, а ваш друг в других. Питание подается через USB-C, но при этом фантомное питание для конденсаторных микрофонов тоже доступно. По звучанию интерфейс однозначно превосходит свой ценовой сегмент. Предусилитель Audient Console звучит чисто и прозрачно, без окраски. Соотношение сигнал-шум достойное. Микрофон можно выкручивать по усилению, не опасаясь грязи. Инструментальный вход GFET тоже не подкачал. Электрогитара в софт-эмуляторе усилителя звучит живо и натурально. Подключение и настройка элементарные. На Mac все работает из коробки, на Windows достаточно установить драйвер. Все кнопки и ручки на корпусе под рукой, ко всему руки быстро привыкают. К минусам можно отнести ограниченное количество входов и то, что фантомное питание сразу подается на весь XLR вход, а не по каналам. Но если вы начинающий музыкант, стример или просто хотите качественный звук без головной боли, то это все равно годное вложение. Следующий на очереди Steinberg UR22C. Подойдет для домашней и мобильной записи в арендных студиях. У него хороший звук, мощные предусилители, продуманное управление и встроенные эффекты без задержки. Не идеален для больших студий, но для начинающих энтузиастов и тех, кто любит все контролировать, что надо. Интерфейс компактный, металлический, немного тяжеловат. Но это даже плюс, не сдвинется со стола под тяжестью подключенных кабелей. На передней панели все под рукой. Регуляторы усиления, кнопка моно-стереомониторинга, баланс между входом и DAW, выход на наушники, индикаторы перегрузки. Входа 2 и каждый независим. Можно подключить два микрофона или микрофон-гитару, если включить инструментальный режим для второго канала. Для вокалистов и гитаристов то, что нужно. На задней панели стандартный набор. USB-C, питание, MIDI, фантомное питание, пара TRS-выходов. Работает и с компьютером, и с планшетом через адаптер. Подключение простое, но драйверы все же лучше сразу скачать с сайта Steinberg. Одна из фишек модели – встроенный DSP-процессор. Можно добавить компрессию, реверберацию, срезать низкие частоты и даже имитировать гитарный комбик. И все это без нагрузки на компьютер и с нулевой задержкой. И главное, вы сами решаете, включать ли эффект в запись или оставить только в мониторинге. Очень удобно, если хочется петь с реверберацией, но потом сводить все с сухого сигнала. Панель DSP Mix FX еще один плюс. Все легко настраивается. Эффекты, фильтры, маршрутизация в пару кликов. Есть пресеты, свои можно сохранить. Масштаб интерфейса тоже регулируется. В общем, хороший и многофункциональный аппарат. Первое место топа я отдал Focusrite Scarlett Solo третьего поколения. Конечно, модель не новая, вышла уже и четвертая, но среди музыкального комьюнити именно тройка до сих пор пользуется спросом как проверенный временем аппарат. Звуковуха дает годное качество записи, хорошо собранный корпус, удобное управление и стабильную работу. Отличный вариант для вокалистов, гитаристов и всех, кто хочет просто начать записывать без технических сложностей. Корпус алюминиевый, прочный, переживет частые гастроли и поездки. Компактный до невозможности, помещается в сумку к ноутбуку и пачке кабелей. На передней панели микрофонный вход XLR, инструментальный вход джек, оба с регуляторами гейна и трехцветной подсветкой, которая мгновенно покажет, когда нужно убавить звук. Зеленый – все в порядке, желтый – пора задуматься, красный – все, перегруз. На той же передней панели выход на наушники с отдельной регулировкой громкости и кнопка мониторинга. Последнее – это спасение для вокалистов и гитаристов. Нажимаешь и слышишь себя без задержек. На задней панели два балансных TRS-выхода, USB-C и все. Изюминка – режим Air. Он придает записи воздуха, особенно заметно на вокале и акустических инструментах. Звук становится чуть ярче и выразительнее. Включать или нет – дело вкуса, но приятно, что выбор есть. Интерфейс работает стабильно, задержка в 5 миллисекунд при 44 кГц и буфере в 40 сэмплов. Вполне рабочая, подходит и для записи, и для работы в реальном времени. Встроенный предусилитель стал тише, разница ощутима. Если в прошлых поколениях Focusrite в тишине что-то еле слышно шипело, то теперь почти гробовая тишина.
Вот на такой звуковой карте и завершается рейтинг. Простая, функциональная, с хорошим звучанием, богатыми настройками и даже по не самой высокой цене среди других участников рейтинга. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.